Daha dün biz oğlumuz öldü sanıyorduk. Şimdi birlikte film gecesi yapacağız. Baran mısırlar patlıyor Baran. Keşke hep böyle kalsak. Güldüğümüz zamanlar hiç bitmese. Dilan'la Baran şirkete geliyorlar. Çocuk da yanlarında. Bu şansı iyi değerlendir. Tam da hayal ettiğimiz gibi. İnşallah diğer tüm hayallerimizi de gerçekleştireceğiz hep birlikte. Miran yok. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Будут ли Дилан и Берен теперь такими же счастливыми и мирными, как они думают? Будет ли любовь Дилана и Барана крепнуть с каждым днем? Будет ли Миран доволен вечером кино, который он провел со своей семьей? Какой план придумала госпожа Хаджер? Знает ли Тарик об указаниях Хаджера? Что Исмет сделает с Диланом и Бараном? Похитит ли Исмет Мирана? Поедет ли Миран с Исметом? Что будут делать Дилан и Берен, когда не смогут найти Мирана? Сможет ли Эпек снова свести Берфина и Акифа вместе? Что произойдет, если Дилану и Берану разрешат остаться в особняке на 2 месяца? Как поступит госпожа Азади после своего последнего разговора с Хаджером и Тариком? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Исмет не смог причинить вред Дилану и Барану, и если все выяснится и Хаджер Ханем и ее сына Тарика следует немедленно выгнать из особняка, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Дилан и Берен до сих пор не могут поверить, что смогли провести время с сыном и так счастливы. Похоже, им понадобится время, чтобы привыкнуть к этой ситуации, если у них будет время. Эта красивая пара, которая всегда находится на грани зла, снова попадает в эпицентр злых планов Хаджера и Тарика. Тот факт, что с ними обоими случается что-то плохое именно тогда, когда они думают, что пришло время быть счастливыми, это классика этого сериала, и эту классику не нарушишь. Пока происходили все эти плохие события, любовь Барана и Дилана стала поистине легендарной и продолжает расти. Все эти события еще больше связывают их друг с другом и увеличивают их любовь и привязанность. Вот почему они будут продолжать говорить друг другу, что любят друг друга и насколько они ценны, всякий раз, когда у них будет такая возможность. Хотя Миран наслаждается покоем со своими родителями, их любовь также очень положительно влияет на него. Миран, никогда до этого возраста не испытавший мира, счастья и любви, внезапно находит все те чувства, которые искал в своей настоящей семье. После просмотра с ними фильма он скажет Берану и Дилану, что очень их любит, и обнимет. Поскольку Дилан и Берен не хотят расставаться со своими сыновьями ни на мгновение, они вместе уложат их спать, пожелают спокойной ночи и разойдутся по своим комнатам. После они расскажут о том, как прекрасна эта ночь, так же прекрасна, как во сне, и проявят друг к другу любовь. Берен скажет, что эти прекрасные дни – только начало, и пообещает Дилану лучшие дни. Госпожа Хаджер разрабатывает план по полному устранению Барана и Дилана и замене их Тариком. В этом плане Берен и Дилан умрут, и через некоторое время они избавятся от Мирана. Поскольку Тарик не примет это как нечто само собой разумеющееся, он будет притворяться, что заботится о Миране и делать что-то за его спиной. Он попросит Исмета похитить Мирана и заманить в ловушку Барана и Дилана. Исмет постарается сделать именно то, что говорит Хаджер в ответ на то, что он получил. Поначалу Исмет не сможет ничего сделать Дилану и Барану. Чтобы их нейтрализовать, он обманет и похитит Мирана, который является их самым чувствительным местом. Когда Дилан и Берен поймут это, они начнут в панике повсюду искать Мирана. Исмет настолько смел из-за полученных денег и документа, подтверждающего право собственности, что похищает Мирана на глазах у компании. Поскольку Тарек и Хаджер Ханем, знающие Мирана, знают, что все, что они скажут, сбудется, они расскажут эту подсказку Исмету, и Миран пойдет с Исметом, не возражая по этой причине. Но сначала это повредит машину Барана и приведет к отказу тормозов. Таким образом, Берен и Дилан сядут в свою машину и подумают, что разобьются и умрут, пока будут искать Мирана.
Тем временем Баран немедленно позвонит Акифу и сообщит ему о ситуации. Я надеюсь, что камеры перед компанией работают и кто похитил Мирана, будет немедленно раскрыто. Акиф немедленно начнет поиски и сделает все возможное, чтобы найти его как можно скорее. С другой стороны, Ипек очень опечалена расставанием своего отца и Берфина и готова засучить рукава, чтобы снова увидеть их вместе. Увидев ее усилия, Акиф расстроится, а Берфин от отчаяния почувствует себя еще хуже. Потому что, хотя его сердце хочет быть с ними, его разум говорит, что он не может быть с ними. В то же время давление на него со стороны Хаджер Ханем беспокоит его, и он чувствует себя обязанным защитить своего брата и племянника. На самом деле никто не станет лезть в дела, с которыми не может справиться, даже если будет кровопролитие, вы будете знать, как сказать «стоп», если что-то не так. Но, к сожалению, люди с добрым сердцем, такие как Берфин, не могут так себя вести. По этой причине, хотя Берфин пытается убедить Ипек, что она не может быть причиной, Ипек может рассердиться и надуться на нее. Конечно, когда им придется сойтись ради Ипека, она удостоверится, что Акиф Берфин по-прежнему ее очень любит, и еще раз скажет, что он не может отказаться от этой любви. Вместо того, чтобы радоваться тому, что Дилан и Баран позволили Джейде остаться, пока она не выздоровеет, неприятные события будут продолжать происходить благодаря Хаджер Ханем, которая постоянно наполняет ее сына. Госпожа Азади спросит, какая вы мать, и покажет ей, что она не думает о внуке. Поскольку он понимает, что его цель – месть, он не сводит с него глаз. Потому что он поймет, что госпожа Хаджер преследует только одну цель – причинить вред Барану и Дилану. Пока о Джейде будут должным образом заботиться, никто не сможет угодить ни Тарику, ни госпоже Хаджер. На самом деле они не будут думать, что им придется это сделать. Они будут постоянно напоминать, что этот процесс обязателен и что однажды они уйдут. Берон заставит себя сохранять спокойствие, просто чтобы не навредить ребенку. Но теперь и Дилан, и Берон проснулись и будут думать о том, что может стоять за каждым их разговором. Хотя госпожа Азади продолжает вежливо обращаться с Хаджером и Тариком, она начнет следить за ними и выяснять, что они делают и с кем разговаривают. Таким образом можно спасти жизни Барана и Дилана. Азади Ханем может устроить настоящую ловушку для Хаджера и Тарика, каким-то образом связавшись с Исметом и сказав ему, что она даст ему больше денег и документа, подтверждающего право собственности, чем дали ему Хаджер и Тарик. Как вы думаете, что-нибудь случится с Бараном и Диланом? Похитит ли Исмет Мирана? Будет ли госпожа Хаджер строить тайные планы относительно Тарика? Сможет ли Тарик понять, что мать постоянно его заваливает, и увидеть правду? Случится ли что-нибудь с ребенком Джейды? Порвет ли Берфин вообще связь с Акифом? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.